Знаете, бывает, посмотришь произведение и просто не понимаешь, что ощущаешь по отношению к нему. Не потому, что у тебя нет слов, чтобы выразить то, что чувствуешь, или от того, что не понимаешь ни черта в кинодельстве, а просто потому, что картина сама по себе крайне неоднозначная. Спирит — это, с одной стороны, феерически восхитительный мультфильм, который лично мое сердце наполняет надеждой. Он прекрасен своей природой, своеобразной атмосферой, завораживающей музыкой, интересным посылом и большим потенциалом. С другой стороны, это оборванная история с массой недосказанностей, корявым повествованием и недочетами в анимации. Я восхищаюсь этим мультфильмом, но в то же время сижу в недоумении, как и почему с ним столько всего не так. По какой-то причине он обладает сильнейшим интересом со стороны русскоговорящей публики и моей аудитории в частности. Его оценка на Кинопоиске разительным образом отличается от той, что у него стоит на популярном в Америке IMDb. И мне кажется, что важным фактором постуспеха мультфильма в России стало то, что главная тема картины нами воспринимается иначе, чем американцами. Для них это очередная история про притеснение коренного населения Америки. Им уже об этом все уши прожужжали, в то время как для нас это не так важно, и мы видим посыл произведения в его общем значении, а не в конкретном. Позже еще об этом поговорим. Что же до мульта в целом, то он мне очень нравится, но в то же время и представляется плохим в ряде аспектов. Давайте разбираться, что к чему и почему в нашем мире существует такой уникальный кадр, как Спирит Душа прерий. Спирит подпадает под эпоху DreamWorks, когда те обильно экспериментировали, выдавая один оригинальный новаторский проект за другим. Мультфильм про коня, который смог, в своей основе тоже довольно необычный. Как вы и сами знаете, если главным героем мультфильма выступает животное, то обычно оно контактирует со зрителями посредством слов, либо общаясь с другими животными, либо непосредственно с людьми. В Спирите же создатели решили пойти по совсем другому пути. Почти весь нарратив строится на эмоциях главного героя, его действиях и движениях. Он ведь тут не говорящий. Это был очень смелый шаг для DreamWorks. Да, в картине присутствуют закадровые эпизодические повествования от Мустанга, но это далеко не главный способ, который используют создатели, чтобы рассказать эту историю. В сущности, DreamWorks за 6 лет до Pixar попытался вывести немых героев на главную роль и продвинуть историю посредством визуала, а не диалогов. Насколько хорошо у них это получилось, сказать сложно. Это явно не уровень Валли в визуальном повествовании, но все же получилось не так уж и плохо. Зрителю даже без слов очень легко понять Мустанга и что он ощущает в определенный момент. Ровно так же, как и других лошадей. Для того времени такой ход со стороны дримов был неординарным и рискованным. И что уж говорить, риск не оправдался. Мультфильм космически провалился в прокате, едва отбив затраты на продакшн и продвижение. Но все же, со временем он отбил свое место в сердцах определенного количества зрителей, что кое-как отбило старания авторов. Создатели Спирита хоть и не очень передали физику бегущих коней, но в своей основе анимация выглядит свежо и сейчас. Еще бы, это ведь 2D мультфильм. Предпоследний 2D проект студии DreamWorks перед гибелью классической анимации. И мне очень жаль, ведь произведение в таком стиле мне нравится больше всего. Я думаю, что такой не один. А раз вы смотрите ролик, то наверняка такое разделяете и увлекаетесь мультипликацией. А кто-то и вовсе хотел бы связать с этим свою жизнь. Для таких из вас у меня кое-что есть. Ребята из школы анимации Animation School обучают профессии аниматора с нуля до трудоустройства. У них есть почти все. 3D-анимация, классическая 2D, 3D-моделирование, сценарий и режиссура, продюсирование и так далее. Самое важное, что тут вам преподают не какие-то учителя, которые не понимают свой предмет, а люди, которые работают в самых топовых студиях мира – Pixar, Disney и Sony Pictures. Они работали над такими проектами, как Зверополис, Моана, Рик и Морти, Соник в кино и другими. Если вы пока не уверены, хотите этим заниматься или нет, то у школы есть бесплатные уроки по 2D и 3D анимации. Также у них есть свой YouTube канал, где они рассказывают, как создаются мультфильмы. А с 10 апреля у них стартует обновленный курс 3D анимация, продвинутая игровая. Это уникальный формат курса, где вы познакомитесь с движком и новыми анимационными механиками, а также отладите анимацию в движке, чтобы она выглядела и игралась наилучшим образом. Все ссылки для ознакомления в описании.
Меня Спирит обошел стороной в детстве. Я помню, что смотрел его несколько раз, но в памяти он никак не отпечатался. Пообщавшись с другими людьми, которые смотрели его в малом возрасте, я убедился, что не один такой. Мало кто помнит, что там вообще происходило, и на это есть ряд определенных причин. Одна из них заключается в том, что картина сама по себе не имеет ярко выраженного побуждающего происшествия. Нет того действия, которое бы заставило ожидать, чем же все-таки закончится эта история. Да и в целом, все повествование крайне ровное. Ярких событий почти нет. Все сцены выглядят на одно лицо, оттого и в памяти очень быстро испаряются. Спирита схватили, потом он убежал, затем его опять схватили, после отпустили, а чуть позже опять схватили. Вся история выглядит так, будто ее придумывали на ходу. Нет понимания, что вообще Мустангу и остальным персонажам делать в этой истории. Правда, когда он сбежал с американского лагеря, я думал, ну все, история закончена, что тут еще показывать? Потом происходило какое-то событие, и казалось, будто мультфильм зачем-то пытается выжать из пальца хоть что-то, чтобы было. Это очень большая проблема. Сценарист сам выбрал такую структуру, что, как по мне, подкосило восприятие этой картины. Мультфильму требовалось что-то, чтобы объединило все акты. Какая-то общая угроза или цель, благодаря которой было бы более понятно, зачем вообще эта история существует. И суть в том, что такая угроза в мультфильме есть, но она слабо выражена. Это, конечно, американцы. Злые американцы, которые отбирают свободу. Просто в мультфильме они представлены не как общая угроза, а как нечто, что появляется время от времени, лишь бы убить кого-то или пленить. Никто о них не думает и не переживает, когда их нет рядом. Да и мы сами, смотря картину, теряем из головы осознание, что это 19 век, вокруг происходят индейские войны, а рядом тысячи врагов. Угроза со всех сторон, но мы этого не ощущаем. Именно для данного мультфильма это большой минус. Но не спешите ставить дизлайк. Почему же после всего я говорю, что этот мультфильм невероятно красивый? В первую очередь, это, конечно, из-за своей идеи, которая, видимо, сильно пришлась по душе либерально настроенным русским людям. Легенда о Спирите — это история о сверхконе, который не поддается давлению со стороны, делает так, как хочет, потому что для него важна свобода. Образ коня, так уж получилось, у людей издавна ассоциируется с свободой, и дримы решили использовать это как за основу. Для людей слово «свобода» уже обрела какой-то культовый и утопический характер. Большинству это понятие представляется бесконечно положительным, без каких-либо побочных эффектов. И на первый взгляд, Спирит продвигает именно такую идею. Не поддавайся, не приручайся, будь вольным. Но если присмотреться чуточку поглубже, то можно заметить несколько иной посыл. Все в этом фильме, кроме Мустанга и индейца-ручейка, это те, кто подчинились внешним обстоятельствам и стали пешками судьбы. Все, что они делают, это сидят в своих оградах и болеют за того, кто действительно обладает силой воли и готов бороться с обстоятельствами. Мустанг гнет свою линию даже там, где, казалось бы, делать это совсем невозможно. Даже когда он оказывается в лапах американцев без какой-либо поддержки, он все равно находит силы и способы противиться происходящему. Если бы он в итоге дал себя приручить, это было бы моральным ударом для всех, в том числе и нас. Наш сверхконь, конечно, не дает этому случиться. На протяжении всей ленты он действует именно так, кроме нескольких сцен. Когда Мустанга пленяет сам ручеек, он продолжает быть упертым и пытается вырваться из-под опеки. Спирит жаждет абсолютной свободы, но это не сулит ему каким-либо счастьем. Чуть позже он начинает приходить к компромиссу с теми, кто его окружает. Он начинает следовать тому, чему учит его гроза, а также по итогу дает ручейку себя оседлать. Смысл мультфильма не только в том, что нужно добиваться свободы несмотря ни на что, а и в том, что порой полная свобода не является ключом к счастью. Иногда стоит прислушаться к тому, кто рядом, и, пожертвовав капелькой свободы, обрести себя и свой дом. На русском мультфильм перевели как «Спирит. Душа прерий», но ведь в оригинале он называется Spirit Stallion of the Cimarron, то есть Спирит – жеребец Симарона. Последние слова ручейка в адрес Мустанга гласят Spirit who could not be broken. Spirit who could not be broken. На русском кажется, что индеец дает коню имя – Спирит, но на английском это имеет и второй смысл. Спирит также переводится как дух или душа. Иными словами, ручеек говорит, что Мустанг – дух, который не смогли сломать. Весь мультфильм про несломленный дух. Это добавляет огромной поэтичности данной картине.
Еще в мульте нет главного злодея как такового, и на мой взгляд, именно этот аспект истории выполнен хорошо. Нам прекрасно раскрывают химию между Мустангом и персонажем, который больше всех подходит на антагониста – полковником. У них очень интересные отношения, ведь их суть лежит в противостоянии идей. Один верит в свободу, а второй в то, что любое существо можно заставить подчиниться. Момент, когда я в полной мере осознал важность их связи, это их последняя совместная сцена. Спирит делает невозможное и перепрыгивает широчайшее ущелье. Полковник смотрит на это, видя, что его подчиненный направляет пушку на нашего любимого коня и останавливает его. Он признает свое поражение. На такое способен далеко не каждый. Армеец начинает видеть в Мустанге достойного, а также признает, что воля сильнее гнета и подчинения. В этот момент мы мысленно понимаем, что Спирит был прав. Он идейно победил. Хоть я и считаю, что картина обладает рядом минусов с технической точки зрения, а также в своей структуре, она, кажется, вшилась в мое сердце и теперь покидать его совсем не хочет. Мое лицо на протяжении почти всего просмотра было в фейспалмах. Местами действия героев выглядят глупыми, иногда мультфильм кажется скучным, а физика неестественной. Но то, чем эта картина является в своей основе, безусловно перекрывает большее количество минусов. Эта история не про коня, который смог, а про душу, которая не дала себя сломить и нашла тех, с кем смогла поделиться своей свободой.